История, которую мы расскажем сегодня, произошла с Эши. Счастливая семейная пара Стюартов купили себе отдельный дом. Полноправным членом этой молодой семьи была прекрасная собака по кличке Тора. Каждый день супруги по очереди выгуливали собаку и дарили ей немного любви и заботы, которые она заслуживала. Все шло просто замечательно, однако в апреле прошлого года они начали замечать, что собака начинает вести себя странно. У нее пропал аппетит, и она казалась более беспокойной, чем обычно. Решив, что это может быть болезнь, они отвели любимую Тору к ветеринару, чтобы тот ее осмотрел. Но после обследования ветеринар не нашел ничего ненормального и вернул собаку домой. Пара была в замешательстве, не понимая, что происходит с их питомцем. Раз ответа у ветеринара они не получили, то решили, что, возможно, переезд в новый дом вызвал стресс и проблемы с адаптацией у питомца. Кроме того, они заметили, что собака больше не хочет гулять и играть с ними, как раньше. Со временем все стало только хуже. Собака как будто не хотела уходить из дома и была нервной. Помимо отказа от прогулок, Тора не спала ночью, а стояла у кровати хозяев, наблюдая за ними. Особенно за женой. Супруг Райан сначала не обратил на это внимания, но когда бы он не проснулся, то собака непременно стояла и смотрела на них. Жена заметила то же самое. Причем питомец не вскакивал, не просыпался от действий хозяев, а именно стоял и внимательно смотрел на Джилл, хозяйку этого дома. Через пару ночей владельцы собаки поняли, что питомец совсем не спал. С Торой происходило что-то очень странное. Она явно была сильно встревожена. И дело было не только в отказе от еды и сна. Собака стала одержима защитой Джилл, жены Райана. То, как Тора пристально смотрела на нее во сне, не отводя взгляда ни на секунду, было действительно беспокоящим. Стюарты пытались найти логичное объяснение поведению питомца, но натыкались на еще больше вопросов без ответов. Почему питомец был настолько озабочен Джилл? Было ли в доме что-то, что его беспокоило? Возможно, какой-то злоумышленник шатался по округе. А может, это редкая болезнь? Со временем ситуация только ухудшалась. Тора отказывалась оставлять Джилл одну, и, если той нужно было куда-то уйти, собака становилась крайне тревожной, отчаянно лая, будто говоря, что в ее отсутствии случится что-то плохое. Райан и Джилл чувствовали себя все более некомфортно и напуганно из-за поведения собаки, но не знали, что происходит и как помочь питомцу. Они были по-настоящему встревожены странным поведением собаки, которое только усиливалось, держа их в постоянном напряжении. Недосыпание и стресс были заметны на их лицах, поскольку беспокойство ситуации также отражалось и на них. Они не знали, как реагировать на происходящее, а отсутствие ответов только усиливало отчаяние. Они искали в интернете, спрашивали соседей и друзей, но никто, казалось, не мог объяснить, что творится с их любимой собакой. Но самое странное произошло через 2 недели после появления первых странных симптомов у Торы. Пара начала слышать странные звуки на 2-м этаже дома, прямо над их спальней, будто что-то периодически скреблось по стенам. Но это было не все. Хозяева дома стали также слышать шаги наверху. Ситуация стала озадачивающей, поскольку 2-й этаж был нежилым помещением, куда они еще не поднимались с момента заселения. Прежний хозяин, кто продал им дом, сказал, что на 2-м этаже только старая мебель и старые вещи предыдущих хозяев, поэтому Стюарты до сих пор не проявляли ко 2-му этажу интереса. В этот же вечер поведение собаки стало еще более резким. Тора одновременно лаяла и скулила, чем предупредила Райана и Джилл об опасности. Вероятность того, что наверху находилось животное, отпала, когда шаги наверху становились все громче и настойчивее. Видимо, то, что было наверху,
услышала лай собаки этажом ниже. Находясь поздним вечером в загородном доме без кого-либо поблизости, к кому можно было бы обратиться за помощью, Стюарты сделали единственное, что могли, а именно позвонили в полицию. Полицейские приехали через 25 минут и задали Джилл и Райану множество вопросов, на которые те быстро ответили, рассказав о поведении собаки и о том, что слышали наверху. Полиция сразу направилась на второй этаж и выбила дверь. Обнаруженное сильно удивило опытных правоохранителей. Полицейские сразу нашли признаки того, что кто-то долгое время там обитал. Они обнаружили остатки еды, однако самих нарушителей спокойствия в тот момент не было. Возможно, шум и полиция спугнул их, и они сбежали до того, как их обнаружили. Ситуация была тревожной, поскольку вскоре выяснилось, что речь шла о группе неизвестных людей, незаконно проживавших на втором этаже дома. Похоже, что эти люди выискивали в заброшенные дома, чтобы незаконно заселяться туда и жить бесплатно, не платя аренды и налогов за коммунальные услуги. Но это была лишь верхушка айсберга. Полиция проследила их след и выяснила, что эти люди были частью опасной преступной группировки, которая не только заселялась в заброшенные дома, но и в отдельно стоящие дома без соседей и до которых сложно быстро добраться полиции. После некоторого времени бандиты ночью спускались, связывали жильцов, а затем грабили их. Очень вероятно, что эти грабители, жившие в доме Стюартов без их ведома, ждали подходящего момента, чтобы сделать свой ход. Но, видимо, наличие собаки отложило нападение. Вполне возможно, что грабители были вооружены и планировали довести дело до конца, чего бы это ни стоило, иначе бы сразу покинули чужое жилище. Джилл была охвачена страхом и недоверием, услышав эти новости. Как они могли быть настолько наивными, чтобы не заметить, что в их доме несколько дней творилось что-то неладное? Их собака лаяла, пытаясь предупредить об опасности на втором этаже. Но они проигнорировали это. После разговора с полицией было страшно возвращаться в дом и ночевать там. Еще на улице казалось, что за ними постоянно кто-то следит. Теперь семейная пара только могла надеяться, что полиции удастся поймать этих преступников, пока не стало слишком поздно. Поймать людей без места жительства не так уж просто, поэтому решили организовать для них ловушку. Дом Стюартов решили использовать как приманку и разместить нескольких сотрудников в штатском в близлежащем лесу, чтобы те оставались незамеченными, но при этом в шаговой доступности и могли наблюдать за перемещениями снаружи дома. Опытные офицеры знали, что если оставить дом без охраны, воры вскоре вернутся, посчитав, что хозяева уедут в другое место и грабители успеют обчистить дом до приезда полиции. И в самом деле, через 2 дня банда вернулась, на этот раз более осторожно и замаскированно. Они обошли дом по периметру, убедились, что в доме никого нет, заглядывая в окна. Они с предвкушением направились грабить пустой дом. Как только группа проникла в дом, то со всех сторон появились полицейские и штурмовая группа поддержки, готовые применить оружие. В результате операции были задержаны с поличным 6 преступников. Некоторые попытались сбежать, другие сдались сразу. Стюарты, которые все это время жили во временном жилье, наконец-то смогли с облегчением вздохнуть, увидев, что преступники за решеткой и больше не представляют угрозы. Помощь полиции была ключевой, чтобы эта пара смогла вернуть себе безопасность и спокойствие. Но, конечно, нельзя преуменьшать заслуги настоящего героя этой истории, Тору, которая благодаря своим собачьим инстинктам с самого начала поняла, что ее семье угрожает опасность, и пыталась защитить их всеми способами, привлекая внимание. Это удивительная история, еще один яркий пример того, на что способна собака ради защиты своей семьи. Тора — настоящий герой и умничка. Не стоит пренебрегать сменой поведением питомца
Собаки замечают гораздо больше опасностей, чем человек.